Стоп. Да, поехали. Сегодня 20 апреля 19 заканчивается мероприятие голодания в медитации на березовом соке в медитационном центре «Остров» у Сапмарги. Вот. Здесь я в первый раз. Значит, меня зовут Михаил, я из Калининграда, приехал в Карелию целенаправленно, выделил промежуток в своей жизни 8 дней, значит, чтобы здесь набраться здоровья, почиститься, вот, духовно воспрянуть и, значит, выводы по результатам вот этой 8-дневочки. Вот. Сразу надо сказать, что голодание для меня уже с 2014 года стало нормой жизни, и постепенно от 1- и 3-дневного я наращиваю уже в моем опыте 2 голодания месячного по 30 дней и 10 сухих. Вот, поэтому дальше идем по нарастающей. И вот в эти 8 дней без крошки еды, только исключительно на березовом соке удалось выпить, я посчитал, вот сегодня минимум 15, а то и 17 литров из-под березы прямо сока. Я первый раз в жизни пью березовый сок настоящий из-под березы. Первый раз в жизни, вот за 40 лет. Я выпил 15-17 литров за неделю. Только его. Вот. Ну и уже вот мы вышли, Элина накормила нас смузи всяким разным. И теперь выводы, итоги тезисно. Значит, в ходе медитативных практик под руководством и под водительством Марги, значит, мне удалось что-то допрояснить, допонять или понять другими словами. В частности, очень важное для меня понимание, значит, принцип «все во всем» был сформулирован еще Аристотелем, в принципе, риторически понимал, а тут я понял, что все есть я, и я есть все. То есть, когда ты наклоняешься, берешь ягоду и кушаешь ее, это ты кушаешь себя, но в другой проявленности. Вот в чем дело. Поэтому как может быть питание убойным животным? То есть, если ты убиваешь себя в корове там, и в чем-то еще, да? Вот. Значит, получил первый опыт жизни практики с гвоздями. Лежание, стояние. Вот. Это потрясающее ощущение в том плане, что боль острая в голове, но ты ее принимаешь, расслабляешь мозг, отключаешься от телесных этих ощущений, как бы их просто фиксируешь, а дальше можно бесконечно терпеть, в принципе, любую боль или холод. Вот. Первое погружение в жизни в прорубь с задержкой. То есть обычно окунался в течение жизни, а так, чтобы вот сесть и сидеть, то есть по примеру Марги, впервые в жизни. Вот просидел минуту, вот, правда, после бани, вот. Падение спиной вот это вот было с лесенки, тоже очень страшно, и пришлось там это переступать через себя, чтобы упасть. Значит, это моя вторая в жизни практика медитации. Здесь, конечно, по-прежнему не получается оторваться от себя в ходе медитации, от мыслей, за исключением редких моментов. Но это нужно каждый день практиковать, да, это все будет больше и больше получаться, уже перейдет в автоматизм. Значит, впервые пропевал, от слова петь, пропевал мантру. И достигающийся резонанс порождает невероятное ощущение полноты присутствия, вот у меня такое ощущение было, или полноты отсутствия, значит, и покоя. И вот те ощущения, которые я испытал, пропевая в группе участвующих мантру, они поразительны, просто их сложно. Это такое вот, единение вот с целым мирозданием. Вот, поэтому, так, следующее. Принял решение вводить режим своего бытия постоянно вот в миру. Гвозди обязательно будут, либо там коврик с острыми шипами, то есть на них нужно стоять, это массаж всех внутренних органов, это зарядка энергии, после них ходишь заряженный, как от электророзетки. Вот. Медитацию обязательно вводить, чтобы учить
останавливать поток мыслей бесконечный, да мало кто умеет, вот, особенно среди городских жителей. Задержку в проруби. И к православной молитвенной практике своей обязательно добавлять практику мантропения. Вот. Обрел единомышленников в вопросе экспериментально-научного наблюдения праноедства. То есть здесь был вот Саша из Москвы, и сам Марго, не против многомесячных, там, до года таких затяжных голоданий, но это то, что уже на грани солнцеедения. Но хотелось бы, чтобы это все было под наблюдением научной медицины, этот эксперимент, чтобы проводился. Вот, может быть, с доктором Ведовым мы что-то спланируем подобное. Вот. И вот здесь еще маленькую ремарочку. То есть человек, развиваясь, находясь на низкой стадии эволюционного развития своей души, он всеяден, поглощает там, и животных, там, труп, все что угодно. Вот, и собак может кушать. А в конце концов, предел совершенства – это, конечно, абсолютное неедение, то есть употребление умения настраивать свой механизм душевный, психический там, или как-то духовный, таким образом, чтобы из мироздания вот, получать эту прану, то есть первостепенную, первую энергию, уже которая не переходит трансформацию через колено, через растение, когда мы кушаем, которое питается энергией космоса, а мы уже питаемся переработанной энергией космоса через растение. Если там корова кушает растение, мы кушаем корову, это уже двойная, тройная, хищник, там еще переработка. То есть нужно, конечно, выходить на высший уровень, это уметь воспринимать и питаться энергией вот, так называемой праны. Это высший уровень. Вот. Неизвестно в текущем воплощении на это выйду, не выйду, но годик, а то и поболее, уже есть планы, чуть попозже, там лет через 10-20, нужно заходить на такие сроки воздержания от еды. Этим обеспечивается продолжительность жизни, крепкое здоровье, вот, гармония, постижение Бога присутствия в себе только вот именно за счет отказов от еды. Вот у меня всегда, вот сколько на практике голодания, всегда проблемы с выходом. Имеется в виду не с 1-3-дневных, а с месячных голоданий, там, даже с 10-дневных. Все время срывы какие-то там, ну, на 3-й день, скажем, то на мед, то на салаты. Начинаешь вот этот грех чревоугодия, вот тяга вот этой нижней чакры, она, ну, все равно присутствует. Конечно, я оздоравливаюсь, просветляюсь, но до сих пор есть. И вот здесь, после вот этого более чем недельного голодания, стабильно, уверенно выхожу без всяких срывов на стаканчике смузи. Этого хватает. Вот так, чтобы бегать тут и дрова колоть, и танцевать, там, и гимнастику делать. Вот. То есть выхожу планово, правильно. Стоит отметить, что лучи апрельского солнца доставили массу невероятных удовольствий для тела и для души. Просто вот сегодня вообще жара была африканская. Хотя, казалось бы, снег вокруг, лед, прорубь, зимой, ночью минус, а однако мы тут загораем уже все красные. Вот. Это тоже важный фактор, значит, великолепного настроения. Вот. Ну, с детства люблю танцевать, поэтому с Маргой натанцевались каждый день вдоволь. Вот, уже дискотек на год вперед натанцевались. Рад погружению в общество просыпающихся и проснувшихся людей, ибо здесь иных нету. Вот, ну, в основном просыпающихся. Вот, поскольку общество наше спит, и видеть людей, которые пробуждаются за счет вот, а пробуждения без отказа еды вообще невозможно. Постоянная еда, она блокирует связь в полном объеме с мирозданием, поэтому это тоже очень здорово. Ну и вечная проблема, те, кто просыпается, как правило, их домочадцы, члены семьи говорят, голодать вредно, ты не занимайся ерундой. И вот общая проблема, мы все делимся, да, там, жена, муж, мама, папа, брат, дети, там, ну,
как правило, ну, не являются единомышленники кого-то одного из семьи, кто пробуждается. Они члены семьи остаются спать в таком в иллюзии того, что они кушают, там набивают живот тестом, мясом там, и так далее, пивом. Вот. Значит, эти люди, конечно, осознают целительную пользу голодания здесь присутствующие и роль голодания в духовном просветлении и в как бы отработке кармы, в очищении вот этом кармическом. Еще за время медитации находится решение, нестандартные решения мирских проблем, те, которые ждут там, откуда вырвался и куда обратно придешь. И мне кажется, что будучи в миру, в той рутине и суете ежедневной, профессиональной, и эти бы решения здесь не пришли. Когда ты оторвался в этом лесу, где нет связи, где ограниченное количество людей, ты предоставишь сам себе, в медитации приходят ответы на вопросы. Это тоже очень такой мощный момент, вот, который связывает и духовность, и практику, деятельность, то есть материю. Вот. Блестящий принцип мне из своей жизни я перенял благодаря подсказке Марги. Марга вообще он малоед, не просто он сыроед, он еще малоед. Вот. Потому что он понедельник, среда, пятница там не кушает, он неделю не кушает, а если когда кушает, он вообще мало кушает. Он говорит, избавьтесь от столовых ложек, кушайте чайными ложками. И вот я в недавнем прошлом, постоянно гнущий штангу, как-то я поварешками кушал с кастрюль, не то, что там столовый нож стоял, а сейчас уже серьезно намерен кушать чайными ложками, как это кому-то не смешно, но именно так нужно культурно кушать и, значит, обеспечить почти стопроцентную усваиваемость потребляемой пищи через ворсинки организма, чтобы не работать на выхлоп, на унитаз. Вот. Жевать долго, кушать мало, чаще. Значит. Вот. Жизнь – это сон. А сон, который мы видим все, это сон во сне. Поэтому, когда мы пробуждаемся из сна, и когда мы видели себя во сне и куда-то там ходили во сне, какие-то там сценарии реализовывали, да, мы думали, что это все по-настоящему, а проснувшись, мы сейчас думаем по-настоящему, что вот то был сон, несерьезно, все иллюзии, а вот сейчас это реальность. И сейчас это тоже сон, потому что по-настоящему пробудиться можно только осознав себя сущего, как частичку мироздания, а не это тело, тельце. Поэтому мы и сейчас все находимся во сне. И вот этот, как бы саму формулировку сон во сне, и мы просыпаемся тоже, пребывая во сне, то вот Марга подсказала, это очень хорошо. Я допонимаю за счет его разъяснений, значит, скажем так, устройство этого мироздания, законы бытия и прочее. Вот это консультация Марги. Вот. Ну и последнее. Вот на выходе из голода вчера съел стакан капустного смузи. Через 20 минут я почувствовал позыв. Через 30 минут вышло из меня. То есть всего 30 минут, когда кишечник чистый, то потребляемая тщательно пережеванная пища, она не лежит там часами и днями. Она выходит тут же, оставив все, всосав в себя ворсинки, все полезное, все остальное ушло, и опять все пустое, легкое, можешь бегать, силы получил, и живот он не перегружен, пустой. Сегодня вот Элина угостила, накормила, значит, на обед стакан 200-граммовый смузи тыквенно-морковно-яблочный, по-моему, был. Вот. И менее чем через час все это смузи почти в той же консистенции, цвете, почти в том же виде, менее чем через час уже вышло. Вот так работает в идеале пищеварительный механизм. Вот. На этом, значит, тезисные основные выводы, итоги, там, ощущения оканчиваю. Вот. И хочу обратить внимание, какая она
природа красивейшая. Он закат фиолетово-сиреневый. Ну тут просто потрясающая природа. Вот. И мне, как городскому жителю, все более и более хочется свое семейное там, или родовое гнездо, конечно, переносить из условий городской среды, патогенной городской среды, вот, где в городе априори невозможно быть полноценно здоровым психически и телесно. Семейное родовое гнездо переносить, конечно, в условия естественной среды, деревня, село, там, хутор, вот, ну, в каких-то таких вот условиях нужно пребывать для того, чтобы вся семья и весь род были здоровыми. Вот, поэтому всем рекомендую от себя, как уже от имеющего опыт воздержания от еды, обязательно применять в своей жизни практику голодания. Обязательно. Причем знайте, что именно сухое голодание, то есть воздержание от воды полностью, чтобы ничего, кишечник вообще ничего не пропадал, это самое эффективное голодание. Вот. Настраивайтесь на то, что если кто не знает и кто еще ни разу не голодал, таких людей большая часть на 40 дней. Вот. И в течение нескольких лет идти до того состояния, когда вы уже будете способны 40 дней проголодать. Ну хотя бы на воде, а лучше без воды. И вот я и каждый из участвующих в семинаре являлся свидетелем выхода из сухого голодания сатмарги, который на 40-м дне, ну 39 суток полных, провел в сухом отказе, в сухом голодании. То есть он сейчас молодой, вот его в школу можно запустить, как 11-классника или там студентом, не отличишь. Омолодился, там Марга оздоровился, конечно, это наш вдохновитель, пример, образец для подражания Сатмарга. Поэтому всех, кто смотрит, настоятельно рекомендую посмотреть на сайте или ВКонтакте вот этого медитационного центра «Остров», набрать там Сатмарга, больше смотреть его лекции в Ютубе, вот, и хотя бы разок на пробу, на какое-то мероприятие. Здесь в годовом цикле проводится масса мероприятий в каждое время года. Вот. Сейчас вот Випассана будет 10-дневная в мае. Ну, в общем, планируйте свой маршрут в Карелию к Сатмарге. Все, благодарю за внимание. Всем здоровья, духовного прежде всего, ну а за ним и, как следствие, телесного.